Здравствуйте, дорогие зрители! В этом видео я покажу очень легкий способ, как сделать еловые ветки из зефира. Напоминаю, что вся нужная информация и рецепт есть в описании под видео. Для создания таких веточек нам нужно приготовить зефир, но не обычный, а тот, который используется для цветов. Вы можете приготовить свой личный рецепт, а рецепт данного зефира я написала в описании под видео. Так как любой зефир быстро стабилизируется, перед тем, как готовить зефир, нам нужно подготовить рабочую среду. На рабочем столе положите небольшой лист пергаментной бумаги, а также подготовьте кондитерские мешки уже с насадками. А также нам нужно нагреть духовку до 60-70 градусов и выключить. Это нам послужит своеобразным тепловым шкафом, в котором мы будем хранить зефир, чтобы он не уплотнялся. Готовим зефир. Я готовила половину порции. После того, как мы приготовим зефир, работать надо быстро. Перекладываем его в кондитерский мешок, полностью весь зефир. И сразу из этого мешка можем отсадить вот такие заготовочки под ветки. Отсаживаем заготовки разного размера. В принципе, все зависит от того, что вы собираетесь декорировать. Для торта делайте и большие, и маленькие, некоторые изогнутые. И отсаживайте то количество, которое вам нужно. После этого выдавливаем небольшое количество зефира в контейнер или в миску для окрашивания. Оставшееся количество зефира кладем в духовку прямо в пакете. Чтобы добиться красивого зеленого цвета, который подходит именно для ели, используем зеленый краситель и красный краситель. Берем в соотношении 1 к 3. 3 части зеленого и 1 часть красного. Хорошенько смешиваем. Зефир не очень хорошо окрашивается, поэтому, если хотите более темный зеленый цвет, нужно добавлять больше красителя. Но если вы считаете, что это вредно, тогда делайте светлый оттенок. Ель бывает и темных оттенков, и светлых. То есть это на усмотрение. В итоге у нас должен получиться вот такой красивый еловый цвет. Напоминаю, что работать надо быстро. Перекладываем зефир также в кондитерский мешок. Насадка номер 1 круг. И создаем веточку. Начинаем с конца заготовки. Делаем вот такие простые движения. Отсаживаем иголочки. Фиксируемся насадкой на заготовке. Давим на мешок, оттягиваем иголочку и отпускаем. Сначала отсаживаем снизу и постепенно продвигаемся вверх. Иголочки отсаживаем в одном направлении, но с разным наклоном. Вот таким методом нам надо накрыть сверху иголочками всю заготовку. Иголки могут быть как длинными, так и короткими. Смотрите, где какая подходит. Чтобы еловые веточки выглядели больше живыми и более эффектно, мы можем использовать несколько тонов. От самого темного к белому. Как вы видите на видео, у меня веточки отличаются оттенком. Некоторые более темные, а другие уже более светлые. Дополнительно окрашивать ничего уже не нужно. Просто к этому количеству, что у нас уже окрашено, добавляем немного зефира, который хранится у нас в духовке. Небольшое количество. И прямо в мешке можем смешать. Получится тон немного светлее, и мы можем комбинировать. Сделать, к примеру, одну веточку с переходом от более темного к более светлому тону. Вот эта последняя веточка практически похожа уже на заснеженную ветку. И в самом конце можно добавить даже просто белого цвета, будет выглядеть как снежок. Вот здесь еще немножко добавим светлого, и получится как будто припорошено снегом. После того, как мы закончим с этими частями, после того, как зефир немного уплотнится, мы можем формировать еловую ветку. И такой веткой можно украсить новогодний торт или рулет,
Если есть желание, можно присыпать пудрой, а также украсить съедобным бисером в виде новогодних игрушек. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. До встречи в новом выпуске.